Хотелось бы поговорить об американской философии. Американская философия – это обобщенное название философии философов и мыслителей, связанных с Соединенными Штатами Америки. Интернет-энциклопедия философии отмечает, что в то время как в американской философии отсутствует ядро определяющих черт, тем не менее, ее развитие можно рассматривать как отражение и формирование американской идентичности. На протяжении всей истории различные американские школы мысли, философские традиции были очень разнообразны, даже могли противоречить друг другу. Их проблемы и темы менялись в разное время. Например, только в 20 веке анализ языка приобрел очень высокий статус, тогда как до этого большое значение имели отношения между философией и религией. В целом, еще раз подчеркну, развитие американской философии можно рассматривать как отражение и формирование американской идентичности. Американская философская традиция началась тогда, когда прибыли хорошо образованные пуритане в Новую Англию. Они включили раннюю американскую философию в религиозную традицию. Здесь основополагающее значение имеет провиденциализм. В христианстве провиденциализм – это вера в то, что все события на земле контролируются Богом, а также сделали акцент на отношениях между индивидом и обществом. Многие ранние документы, такие как основные постановления Коннектикута и Массачусетский свод свобод, можно сказать, служат свидетельствами этого. Такие мыслители, как Джон Уинтроп, ставили общественную жизнь выше частной. Другие мыслители, например, как Роджер Уильямс, считали религиозную терпимость более основной и неотъемлемой частью более глобальных вещей, чем попытки достичь религиозной однородности в обществе. Американскую философию XVIII века можно разделить на две половины. Первая половина отмечена теологией кальвинизма под влиянием Первого Великого Пробуждения. Первое Великое Пробуждение – религиозное движение, охватившее Великобританию и ее 13 североамериканских колоний в 1730-40-х годах, а также натурфилософии и просвещения, а вторая отмечена исконной моральной философией американского просвещения, которую преподавали в американских колледжах. В дальнейшем это привело к американскому воплощению в реалии европейского просвещения, которое ассоциируется с политической мыслью отцов-основателей. XVIII век ознаменовался появлением философии Фрэнсиса Бэкона, философии философов эпохи Просвещения Декарта, Ньютона, Лока, Уолстона и Беркли. Двое коренных американцев, Сэмюэл Джонсон и Джонатан Эдвардс, сначала испытали влияние этих
философов. Затем они адаптировали и расширили свои идеи, чтобы развить свою собственную американскую теологию и философию. Они восприняли многое из нового учения эпохи Просвещения. Оба были идеалистами, находились под влиянием Беркли. Оба они оказали влияние на развитие американской политической философии и на труды отцов-основателей. В американских колониях в Новой Англии доминировала пуританская теология Уильяма Эймса и логические методы XVI века Пьера де ла Раме. Затем в 1714 году пожертвование в размере 800 книг из Англии, собранное Джереми Дамером, поступило в Ельский университет. Они содержали то, что стало известно как новое обучение, включая труды Лока, Декарта, Ньютона, Бойля и Шекспира и других авторов. Впервые они были открыты и изучены Сэмюэлем Джонсоном. Он начал преподавать программу просвещения, и так началось американское просвещение. Джонатан Эдвардс был самым важным и оригинальным теологом Америки. Известный своими энергичными проповедями, такими как «Грешники в руках разгневанного Бога», который, как говорят, положил начало первому великому пробуждению, Эдвардс подчеркивал абсолютный суверенитет Бога и красоту Божьей святости. Работая над объединением христианского платонизма с эмпирической эпистемологией, с помощью ньютоновской физики Эдвардс испытал глубокое влияние Джорджа Беркли. Нематериальный разум состоит из понимания и воли, и именно понимание, интерпретируемое в ньютоновских рамках, приводит Эдвардса к фундаментальной метафизической категории сопротивления. Какими бы свойствами ни обладал объект, он обладает этими свойствами, потому что он сопротивляется. Сопротивление само по себе является проявлением Божьей силы, и это можно увидеть в законах движения Ньютона. А где объект не желает изменять свое текущее состояние движения, объект в состоянии покоя останется в состоянии покоя, а объект в движении останется в движении. Хотя Эдвардс реформировал пуританскую теологию, используя идеи просвещения, а также Лока, Ньютона и Беркли, он оставался кальвинистом и жестким детерминистом. Джонатан Эдвардс отвергал свободу воли, заявив, что мы можем делать все, что нам заблагорассудится, но мы не можем нравиться, угождать так, как нам заблагорассудится. Согласно Эдвардсу, ни добрые дела, ни самозарождающаяся вера не ведут к спасению, а единственным вершителем человеческой судьбы является безусловная Божья милость, благодать. Период отмечен тем, что больше полагались на науку и новые знания эпохи просвещения, плюс присутствовала идеалистическая вера в совершенствование человека через преподавание этики, моральной философии, экономики невмешательства, и был поставлен новый акцент на политических вопросах. Сэмюэла Джонсона называют основателем американской философии и первым важным философом в колониальной Америке и автором первого опубликованного там учебника философии.
Он интересовался не только философией и теологией, но и теорией образования, а также схемами классификации знаний, которые он использовал для написания энциклопедий, разработки учебных программ колледжа и не только. Джонсон был сторонником точки зрения, что сущность истинной религии – это мораль. Моральная философия Джонсона находилась под влиянием Декарта и Лока, а также Уильяма Уолластона и Джорджа Беркли. Джонсон решительно отвергал учение о предопределении и считал, что люди являются автономными моральными агентами, наделенными свободной волей и естественными правами. Его философия представляла слияние религии и идеализма. Его продвигали Томас Клэб, Бенджамин Франклин и Уильям Смит. Многие из Комитета Пяти, которые редактировали Декларацию независимости, были тесно связаны с Джонсоном. Например, Бенджамин Франклин, Роберт Ливингстон, Роджер Шерман, сын Джонсона Уильям Сэмюэл Джонсон написал Конституцию США. Примерно во время принятия закона о гербовом акте, гербовый акт, государственный документ, который вводил налог на издание каких-либо документов, возрос интерес к социальной и политической философии. Многие из отцов-основателей много писали по политическим вопросам, в том числе Джон Адамс, Джон Диккенсон, Александр Гамильтон, Джон Джей, Томас Джефферсон, Бенджамин Франклин и Джеймс Мэдисон. Продолжая рассматривать основные проблемы, которые выдвигали пуритане в 17 веке, отцы-основатели обсуждали взаимосвязь между Богом, государством и личностью. Результатом этого стали Декларация независимости Соединенных Штатов, принятая в 1776 году, и Конституция Соединенных Штатов, ратифицированная в 1788 году. Конституция устанавливает федеральную республиканскую форму правления, которая характеризуется балансом властей, сопровождаемым системой сдержек и противовесов между тремя ветвями власти: судебной ветви власти, исполнительной ветви власти, возглавляемой президентом, и законодательной ветви власти, состоящей из двухпалатного законодательного органа, где Палата представителей является нижней палатой, а Сенат – верхней палатой. Хотя Декларация независимости содержит ссылки на Творца, Бога, Божественное провидение и Верховного Судью мира, отцы-основатели не были исключительно теистами. Некоторые исповедовали деизм, что было характерно для европейских мыслителей эпохи Просвещения, таких как Вольтер, Руссо и другие. Однако исследование показало, что только Франклин и Джефферсон, оба американские практические идеалисты своей моральной философии, могут быть названы квазидеистами или неконфессиональными христианами. Все остальные были публично членами деноминационных христианских церквей. Франклин исповедовал необходимость общественной религии и время от времени посещал различные церкви. Основатели, которые изучали или приняли неконфессиональную моральную философию Джонсона, Франклина и Смита, находились под влиянием деистических тенденций, описанных Уолластоном, о чем свидетельствует, например, стремление к счастью в Декларации независимости. Альтернативная моральная философия внутреннего американского практического идеализма, называемая также шотландской моральной философией врожденного смысла или шотландским реализмом здравого смысла, была введена в американских колледжах в 1768 году Джоном Уизерспуном, шотландским иммигрантом и педагогом, который был приглашен на пост президента колледжа Нью-Джерси. Он был пресвитерианским священником и делегатом, который присоединился к континентальному конгрессу всего за несколько дней до обсуждения декларации. Его моральная философия была основана на работах шотландского философа Фрэнсиса Хатчесона. Он оказал влияние на Джона Адамса, когда Уизерспун прибыл в колледж Нью-Джерси в 1768 году. Он расширил его предложения по натурфилософии, изгнал с факультета приверженцев Беркли и преподавал свою собственную форму шотландской моральной философии
Хатчесона. Томас Пейн, английский интеллектуал, революционер, автор книг «Здравый смысл. Права человека», был влиятельным человеком, продвигающим политические идеи эпохи Просвещения в Америке. «Здравый смысл» был описан как самый популярный памфлет всей революционной эпохи. В целом, в середине XVIII века именно те, кто изучали идеи нового обучения и моральной философии, преподаваемые в колледжах, создали новые документы американской государственности. А Сэмюэл Джонсон, Джонатан Эдвардс и другие сначала создали идеалистическую моральную философию в выражении стремления к счастью, а затем преподавали ее в американских колледжах поколению людей, которые стали отцами-основателями. Привет! Я продолжу говорить об американской философии. Это вторая часть, всего их будет 3. XIX век ознаменовался расцветом романтизма в Америке. Романтизм – это идейное и художественное направление, характеризующееся утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных страстей и характеров, одухотворенной целительной природы. И американским воплощением романтизма был трансцендентализм, и он считается главной американской инновацией. XIX век также ознаменовался расцветом школы прагматизма, наряду с незначительным распространением гегельянства во главе с Джорджем Холмсом Харрисоном. Влияние американского прагматизма намного превзошло влияние гегельянства. Другие реакции на материализм включали объективный идеализм Джосайи Ройса. Объективный идеализм – это совокупное определение философских школ, подразумевающих существование, независящее от воли и разума субъекта реальности в нематериальной модальности. И персонализм Бордена Паркера Боуна. Персонализм – это экзистенциально-теистическое направление философии, признающее личность первичной творческой реальностью и высшей духовной ценностью, а весь мир проявлением творческой активности верховной личности Бога. Трансцендентализм был отмечен акцентом на субъективный опыт и может рассматриваться как реакция против модернизма и интеллектуализма в целом и механистического редукционистского мировоззрения в частности. Трансцендентализм характеризуется холистической целостной верой в идеальное духовное состояние, которое превосходит физическое и эмпирическое, и это совершенное состояние может быть достигнуто только благодаря собственной интуиции и личному размышлению. Но никак нет промышленного прогресса, научного прогресса или принципов и предписаний традиционной организованной
религии. Среди наиболее известных писателей-трансценденталистов можно выделить следующих: Ральф Уолдо Эмерсон, Генри Дэвид Торо и Маргарет Фуллер. Все авторы-трансценденталисты стремились к глубокому возвращению к природе и верили, что настоящее, истинное знание является интуитивным и личным и возникает в результате личного погружения и размышления о природе, в отличие от научного знания, которое является результатом эмпирического чувственного опыта. Публикация эволюционной теории Чарльза Роберта Дарвина в его книге «Происхождение видов» в 1859 году оказала сильное влияние на американскую философию. Эдмунд Фиске Грин и Чонси Райт оба писали и выступали за переосмысление философии через эволюционную призму. Они оба хотели понять мораль и разум в дарвиновских терминах, создав прецедент для эволюционной психологии и эволюционной этики. Теория Дарвина была также интегрирована в социальную и политическую философию английского мыслителя Герберта Спенсера и американского философа Уильяма Грэма Самнера. Герберт Спенсер считал, что общества ведут борьбу за выживание и что группы внутри общества находятся там, где они есть, благодаря определенному уровню приспособленности. Эта борьба выгодна человеческому роду, так как в долгосрочной перспективе слабые будут отсеяны и выживут только сильные. Эту позицию часто называют социальным дарвинизмом. Прагматизм – самая влиятельная школа мысли, которая является уникальной. В конце XIX века в Соединенных Штатах все началось с Чарльза Сандерса Пирса, Уильяма Джеймса и Джона Дьюи. Прагматизм начинается с идеи, что вера – это то, на основании чего человек готов действовать. Эрудит, логик, математик, философ и ученый Чарльз Сандерс Пирс ввел термин прагматизм в 1870-х годах. Философия Пирса включает в себя всепроникающую систему, включающую как фаллибилизм, так и антискептическую веру в то, что истина может быть обнаружена и неизменна, логику как формальную семиотику, схоластический реализм, теизм, объективный идеализм и веру в реальность непрерывности пространства, времени и закона, а также в реальность абсолютной случайности, механистической необходимости и творческой любви как принципов, действующих в космосе.
Джеймс был оригинальным мыслителем. Джеймс известен своим радикальным эмпиризмом, который утверждает, что отношения между объектами так же реальны, как и сами объекты. Джеймс был плюралистом в том смысле, что он верил, что на самом деле может быть несколько правильных описаний истины. Он отверг теорию соответствия истины и вместо этого утверждал, что истина включает в себя убеждения, факты о мире, другие фоновые убеждения и будущие последствия этих убеждений. Позже в своей жизни Джеймс пришел к нейтральному монизму. Нейтральный монизм – это метафизическое воззрение, согласно которому психическое и физическое являются двумя способами организации или описания тех же самых элементов, которые сами по себе являются нейтральными, то есть не носят ни физического, ни психического характера. Эта точка зрения отрицает, что психическое и физическое – две принципиально разные вещи. Скорее всего, с точки зрения нейтрального монизма, Вселенная состоит только из одного вида субстанции в виде нейтральных элементов, которые сами по себе не являются ни психическими, ни физическими. Эти нейтральные элементы, возможно, имеют свойства цвета и формы, так же, как и мы воспринимаем эти свойства. Но эти оформленные и наделенные цветом элементы не существуют в уме, рассматриваются как существующая реальность, будь она дуалистической или физической. Они существуют сами по себе. Джон Дьюи был американским философом, много писал по политическим и социальным вопросам. Помимо того, что Джон Дьюи был одним из основателей прагматизма, он был одним из основателей функциональной психологии и был ведущей фигурой прогрессивного движения в американском школьном образовании в первой половине XX века. Дьюи хорошо известен своими работами в области философии образования. Философия образования Дьюи заключается в том, что дети учатся на практике. Привет! Я продолжу говорить об американской философии. Это третья и последняя часть. Прагматизм, зародившийся в XIX веке в Америке, к началу XX века стал сопровождаться другими философскими школами мысли, и в конечном итоге они стали его превосходить, хотя и временно. XX век ознаменовался появлением философии процесса, которая находилась под влиянием мировоззрения и теории относительности Альберта Эйнштейна. Середина XX века стала свидетелем роста популярности философии языка и аналитической философии в Америке. Что касаемо экзистенциализма и феноменологии, хотя они и были очень популярны в Европе в XX веке, в Америке они не обрели такую популярность. Прагматизм продолжал оказывать свое влияние и в XX веке, и философ испанского происхождения Джордж Сантаяна был одним из ведущих сторонников прагматизма и реализма в этот
период. Он считал, что идеализм – это прямое противоречие и отрицание здравого смысла. Он считал, что если что-то должно быть определенным, чтобы быть знанием, то, по-видимому, похоже, никакое знание не может быть возможным, и результатом будет скептицизм. Согласно Сантаяне, знание включает в себя своего рода веру, которую он назвал животной верой. В своей книге «Скептицизм и животная вера» он утверждает, что знание не является результатом рассуждений. Знание – это то, что требуется для того, чтобы действовать и успешно взаимодействовать с миром. Как натуралист, Сантаяна был резким критиком эпистемологического фундаментализма. Объяснение событий в естественном мире находится в сфере науки, в то время как смысл и ценность этого действия должны изучаться философами. В интеллектуальном климате философии здравого смысла Сантаяну сопровождали мыслители движения неореализма, например, Ральф Бартон Перри и другие. Философия процесса охватывает мировоззрение Альберта Эйнштейна, и ее основными сторонниками являются Альфред Норт Уайтхед и Чарльз Хартшорн. Основным убеждением философии процесса является утверждение о том, что события и процессы являются основными онтологическими категориями. Уайтхед утверждал в своей книге «Понятие, концепция природы», что вещи в природе представляют собой совокупность событий, которые поддерживают, сохраняют постоянство характера. Философия процесса является похожей на философию Гераклита в том смысле, что фундаментальной онтологической категорией является изменение. Чарльз Хартшорн был ответственен за развитие философии процесса Уайтхеда, сводя ее к теологии процесса. Чикагский университет стал центром аристотелевской философии после того, как Роберт Мейнард Хатчинс реформировал учебную программу в соответствии с рекомендациями философа Мортимера Адлера. Многие американские философы внесли свой вклад в аритологию. Аритология – это раздел этики и нравственного богословия, изучающий добродетель. Аритология берет начало от этических направлений античной этики и выражает стремление охватить и систематизировать человеческую деятельность и ее моральные принципы. Этика добродетели акцентирует внимание на том, насколько важны индивидуальные черты личности, а также подчеркивает саму сущность слова «добродетель», то есть то, что мы обычно подразумеваем под этим. Середина XX века стала началом господства аналитической философии в Америке. Аналитическая философия до ее появления в Америке началась в Европе с работ Готлоба Фреге, Бертрана Рассела, Людвига Витгенштейна и логических позитивистов. Согласно логическому позитивизму, истины логики и математики являются тавтологиями, а истины науки поддаются эмпирической проверке, верификации. Любые другие утверждения, включая утверждения этики, эстетики, теологии, метафизики, онтологии, бессмысленны. Это именуется верификационизмом. Верификационизм – философско-методологическая установка на применение принципа верификации в качестве одного из основных критериев научной рациональности. С приходом к власти Адольфа Гитлера и нацистской партии многие позитивисты бежали из Германии, в Великобританию и Америку, и это помогло укрепить доминирование аналитической философии в Соединенных Штатах. Уиллард Куайн, хотя и не был логическим позитивистом, разделял их мнение о том, что философия должна стоять плечом к плечу с наукой в ее стремлении к интеллектуальной ясности и пониманию мира.
В эпистемологии Куайна никакие переживания не происходят изолированно. На самом деле существует целостный подход к знанию, при котором каждое убеждение или переживание переплетаются с целым. Сол Крипке оказал глубокое влияние на аналитическую философию. Сол Крипке вошел в десятку самых важных философов за последние 200 лет. Крипке наиболее известен 4 вкладами в философию. Наиболее значительным вкладом считается метафизическое описание модальности, включающее идею возможных миров, как она объясняется в системе, известной как семантика Крипке. Его принстонские лекции, которые значительно перестроили философию языка и, как выразились некоторые, снова сделали метафизику респектабельной. Его интерпретация философии Витгенштейна, его теория истины, он также внес важный вклад в теорию множеств. Дэвид Келлог Льюис был признан одним из величайших философов XX века. Он является автором гипотезы модальный реализм, согласно которой существует бесконечное число конкретных и причинно изолированных возможных миров, одним из которых является наш. Эти возможные миры возникают в области модальной логики. Томас Кун был выдающимся философом и писателем, который много работал в области истории науки и философии науки. Он известен тем, что написал «Структуру научных революций», одну из самых цитируемых научных работ всех времен. В книге утверждается, что наука проходит через парадигмы, поскольку ученые находят новые головоломки для решений. За этим следует повсеместная борьба за поиск ответов на вопросы, и происходит сдвиг во взглядах на мир, который Кун называет сменой парадигм. Эта работа считается важной вехой в социологии знания. Были популярны работы Айн Рэнд, которая распространяла этический эгоизм, практику системы убеждений, которую она называла объективизмом, в своих романах «Источник» в 1943 году и «Атлант расправил плечи» в 1957 году. Эти 2 романа дали начало объективистскому движению. Объективизм утверждает, что существует объективная внешняя реальность, которую можно познать с помощью разума, что люди должны действовать в соответствии со своими собственными рациональными интересами и что надлежащей формой экономической организации является капитализм. Рэнд остается популярной, хотя и противоречивой фигурой в американском либертарианском движении. В 1971 году Джон Rawls опубликовал свою книгу «Теория справедливости». В книге излагается взгляд Rawls'а на справедливость, как на честность, версию теории общественного договора. Rawls поднимает идею общественного договора на более высокий уровень абстракции. Он рассуждает, что люди заинтересованы в увеличении своей и уменьшении общей доли выгоды, полученной из сотрудничества. Для того, чтобы это преодолеть, говорит Rawls, необходимо выработать такие принципы социальной справедливости, которые бы определяли права и обязанности основных институтов общества и распределяли бы доли выгоды, полученной в результате сотрудничества по приемлемому для всех принципу. Он поясняет, что принципы справедливости – это то, что люди примут в качестве определяющих принципов при заключении общественного договора. Именно они будут в дальнейшем определять права и обязанности распределения социальных преимуществ. Rawls построил гипотетическую мысленную конструкцию, в которой он предполагает, что люди, находясь в исходном положении, между собой равны. Они не знают своего места в обществе, социального статуса, классового положения. В этой ситуации никто не может изменить что-либо для себя в лучшую сторону, что и определяет исходную ситуацию как честную.
Роуз изначально рассматривает индивидов как рационально мыслящих людей, перед которыми стоит задача строительства справедливого общества. Также изначально в этой мысленной конструкции заложено то, что общественные институты, получившиеся в результате такого договора, беспрекословно подчиняются этим принципам справедливости, а люди в них занятые строят свои взаимоотношения на честности, то есть на тех условиях, на которые они согласились, будучи равными в исходном положении. Роуз рассуждает, что этот факт дал бы все основания на принятие этих принципов как общепризнанных и универсальных. Роберт Нозик в 1974 году опубликовал книгу «Анархия, государство и утопия». Книга выступает за минимальное государство и защищает свободу личности. Нозик утверждает, что роль правительства должна быть ограничена. Образование, социальное страхование, социальное обеспечение и так далее должны быть переданы религиозным организациям, благотворительным организациям и другим частным учреждениям. Аласдер Чалмерс Макинтайр – один из ведущих представителей американской политической философии и этики. Он несет ответственность за возрождение интереса к этике добродетели. Он считает, что современная философия и современная жизнь характеризуются отсутствием какого-либо последовательного морального кодекса, и что подавляющему большинству людей, живущих в этом мире, не хватает осмысленного чувства цели в своей жизни. Он рекомендует вернуться к подлинным политическим сообществам, где люди могут должным образом приобрести свои добродетели. Вне академической философии политические и социальные проблемы заняли центральное место в движении за гражданские права в трудах Мартина Лютера Кинга-младшего. Кинг был американским христианским священником и активистом, известным продвижением гражданских прав посредством ненасилия и гражданского неповиновения. К концу XX века произошел всплеск интереса к прагматизму. В значительной степени ответственность за это несут Хилари Патнем и Ричард Рорти. Патнем опубликовал множество исследований по методологии науки, философии языка, философии сознания, по проблемам этики и логики, по философским проблемам математики, физики и квантовой механики. Он создал теорию референций, направленную на опровержение тезиса Томаса Куна и Пола Фейерабенда о несоизмеримости научных теорий. Что касаемо Рорти, среди его наиболее влиятельных книг «Философия зеркала природы», «Последствия прагматизма» и «Случайность, ирония и солидарность». По мнению Рорти, отказ от представления о знании языке как о репрезентации ведет к состоянию ума, которое он предлагает называть иронизмом. Состояние иронизма наступает тогда, когда люди полностью осознают случайность своего места в истории и содержание своего философского словаря. Рорти связал это с понятием социальной надежды, полагая, что в состоянии иронизма, без метафор между разумом и миром, человеческое общество будет вести себя более мирным образом.